Привет из Малайзии! Я прилетела в Куала-Лумпур. В этом видео я расскажу вам, что можно посмотреть в этом городе за один день. Мы посмотрим с вами основные достопримечательности Куала-Лумпура. Это видео пригодится всем, кто летит в столицу Малайзии, а также тем, кто путешествует здесь с пересадкой и хочет выйти из аэропорта на несколько часов и увидеть в городе самое главное. Куала-Лумпур можно осматривать своим ходом или с экскурсией. Однако для первого знакомства я бы посоветовала выбрать поездку с опытным гидом. В Куала-Лумпуре оказалось не так уж и много экскурсий на русском языке. Я нашла подходящий тур через Tripster, российский сервис по бронированию экскурсий. В описании под видео я оставлю вам ссылочку на этот тур, потому что он мне понравился. Вы можете взять этот же тур или повторить мой маршрут самостоятельно, но я все же советую экскурсию, так как это удобнее и интереснее. Наш гид Алевтина живет в Куала-Лумпуре уже 20 лет и знает все самое важное о его достопримечательностях и особенностях жизни в Малайзии. Экскурсия проходит на машине. Это очень удобно, так как даже по утрам в городе достаточно жарко. Первая остановка – храм Тяньхоу. Его считают самым большим и самым красивым китайским храмом в Малайзии. Полюбуйтесь красными фонариками, красивыми фигурами на крышах и удивительными узорами на потолке. В этом храме можно сполна оценить кропотливую работу местных мастеров и познакомиться с китайской религиозной культурой. Это место расположено на холме, с которого открывается отличный вид на Куала-Лумпур. Храм состоит из нескольких уровней. На каждом из них можно сделать потрясающие красочные снимки. Гуляя по храму Тяньхоу, вы узнаете, как появились знаки зодиака, какие удивительные истории связаны с местными богинями. Прогуляетесь по саду лекарственных растений и даже получите предсказания на предстоящий год. В этом месте понимаешь, насколько мультикультурна Малайзия. Национальной религией в стране является ислам, но вместе с тем в Куала-Лумпуре есть такой роскошный китайский храм и прочие святыни других религий. На самом деле лишь 60% населения Малайзии являются коренными жителями страны. Тут много китайцев, индусов и представителей других национальностей. Все живут дружно. А у самых больших общин есть даже собственные поселения внутри Куала-Лумпура. Например, сейчас мы едем по так называемой маленькой Индии. Государственный строй Малайзии – выборная федеративная парламентская монархия. Это значит, что в стране есть и правительство, и король. Прямо сейчас мы оказались возле нового дворца короля. Именно здесь проживает верховный правитель страны вместе со своей семьей. Внутрь посетители, конечно, не пропускают, но полюбоваться дворцом снаружи может любой турист. Более того, представители Королевской гвардии выглядят вовсе не устрашающе, а наоборот дружелюбно. Они совсем не против сфотографироваться с туристами, не покидая своего поста. Напомню, что Конституция Малайзии гарантирует религиозную свободу. Однако на государственном уровне в стране принят ислам. Разумеется, в Куала-Лумпуре можно увидеть очень красивые мечети. Одна из самых известных называется Негара или Национальная мечеть. Она вмещает около 8000 человек и выделяется ребристым куполом в виде объемной звезды. Всем посетителям бесплатно выдают специальную одежду, необходимую для входа в мечеть. Внутри можно полюбоваться традиционными исламскими узорами и рассмотреть необычный купол. А со смотровой площадки сделать красивые фотографии на фоне нового небоскреба Куала-Лумпура. Кстати, башня под названием Мирдека 118 является вторым по высоте небоскребом в мире и уступает только Бурдж-Халифе в Дубае.
Посетив мечеть Негара, мы едем в центр Куала-Лумпура, туда, где расположена еще одна знаменитая мечеть. Это место слияния рек Гамбак и Кланг. На экскурсии вы узнаете, какую роль они сыграли в становлении Куала-Лумпура и всей Малайзии. Эти грязные речки выглядят не очень живописно, но имеют огромное значение для страны. А в том самом месте, где они сливаются, стоит прекрасная мечеть Джамек. Это самая старая мечеть Куала-Лумпура. В нее тоже может зайти любой турист. Я советую побывать здесь не только днем, но и вечером, когда над водой запускают искусственный туман, а мечеть красиво подсвечивается. Сделаю это видео еще немножечко полезнее, посоветую вам отель. Я остановилась в отеле Holiday Inn Express на первые дни, и он мне понравился, поэтому я могу вам его рекомендовать. Если вы приехали в Куала-Лумпур на несколько дней, то я советую рассмотреть этот вариант. В описании под видео оставлю ссылочку на мой отель, сможете посмотреть фотографии и узнать, сколько он стоит. Отель очень удачно расположен, он находится, можно сказать, в центре города, близко находятся достопримечательности, торговые центры, разные кафешки. В общем, здорово, советую. А теперь давайте посмотрим мой номер. На входе вот такой вот коридорчик, здесь вход в ванную комнату, тут есть базовый набор косметики, плюс еще можно попросить, чтобы дополнительно принесли зубные щетки, бритвенный набор и так далее. Здесь есть зеркало в полный рост, место для вещей, не обычный шкаф, а просто вот такое вот отделение с вешалками. Вот тут находится уголочек с мини-баром и набор для приготовления чая и кофе. В номере есть чайник. Есть бесплатный сейф, еще в отеле работает бесплатный Wi-Fi, тоже все очень удобно и продумано. Здесь такое рабочее местечко, стол, стул и кровать. Мне понравилось, что здесь очень мягкий матрас, два вида подушек, есть мягкие, есть потверже, мягкая одеялка, белье белоснежное, чистое, в номере вообще очень чисто и приятно находиться. А напротив кровати висит современный хороший телевизор. Мой номер находится на 19 этаже, и из окна очень красивый вид на небоскребы и на Куала-Лумпур. Отмечу, что в отеле вежливый персонал, хорошая уборка и отличная шумоизоляция. Holiday Inn Express – достойный вариант для остановки в Куала-Лумпуре по соотношению цена-качество. В стоимость проживания включен завтрак по системе шведский стол. Правда, мне показалось, что европейских блюд тут маловато. Азиатская кухня представлена лучше, но голодными вы все равно не останетесь. Что-то привычное вроде омлета, картошки, овощей или каши найти можно. А если вы любите азиатскую кухню и сытные блюда, то вам такой завтрак точно понравится. В общем, заглядывайте в описание под видео, ссылочку я вам оставила, и подписывайтесь на мой канал, потому что в следующем выпуске из Куала-Лумпура я покажу вам еще один отель. Может быть, он понравится вам больше. Вернемся к экскурсии по Куала-Лумпуру. Мы приехали на площадь Независимости. Именно в этом месте в 1957 году Малайзия провозгласила свободу от Великобритании и обрела независимость. Об этом напоминает самый высокий флагшток в Юго-Восточной Азии. Как вы представляете центральные городские площади? Чаще всего это открытое пространство, выложенное брусчаткой, верно? А в Куала-Лумпуре на площади Независимости находится поле для игры в крикет. На экскурсии вы узнаете, почему так получилось. Гуляя по площади Независимости, можно посетить небольшую бесплатную выставку, которая рассказывает об истории Куала-Лумпура. Тут вы увидите макеты города и миниатюрные копии небоскребов.
Еще одна важная достопримечательность Куала-Лумпура – телебашня Минара. Ее высота 421 метр. Наверху есть смотровая площадка, с которой открывается один из лучших видов на город. Во время экскурсии мы на нее не поднимались, но в свободное время все же сделали это. В следующем видео я расскажу вам, где выгоднее всего покупать билеты на Минару и другие достопримечательности Куала-Лумпура, используя при этом российскую карту. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. На сладенькое во время экскурсии мы оставили самую главную и узнаваемую достопримечательность Куала-Лумпура – башню Петронас. Это символ Малайзии, настоящее произведение современного искусства и самые высокие в мире башни-близнецы. Их высота 452 метра. Несмотря на всю свою футуристичность, башни соответствуют основным канонам исламской архитектуры. Это блестящее отражение самой Малайзии, такой современной, но все же чтящей традиции. Под башнями раскинулся огромный зеленый парк с фонтанами, детскими площадками и бассейном, беговыми дорожками и комфортными зонами отдыха. Погуляйте здесь в свободное время и насладитесь тишиной в окружении зелени посреди мегаполиса. Тут же находится и главный торговый центр Куала-Лумпура – Сурия. Здесь можно перекусить после экскурсии, заняться шопингом и приобрести сувениры. Мне очень понравилось знакомиться с Куала-Лумпуром в таком формате. Я узнала все самое важное об истории города и увидела главные достопримечательности всего за 3,5 часа. Напомню, что в описании под видео вы найдете ссылочку на экскурсию, которую я вам показала. Там же я прописала названия всех достопримечательностей, которые мы посетили. Ставьте лайк, если вам понравился Куала-Лумпур. До новых встреч в следующих видео!